От пациента. Работаю массажистом, стал ощущать боль в области шеи, особенно при активном движении и поворотах головы. Сделал КТ шейного отдела у нас в Новосибирске. Появились некоторые вопросы. 1. Насколько сильные дегенеративные изменения имеются? Больше всего интересуют позвонки Си6-Си7. 2. Есть ли на КТ аномалия Киммерли? Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 34 лет, дата исследования. 8 ноября 2025 года, область исследования. Шейный отдел позвоночника, получено изображение шейного отдела позвоночника в аксиальной, корональной, сагитальной плоскости, использована трехмерная реконструкция. При КТ-исследовании шейного отдела позвоночника определяются умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения. Шейный лордоз сглажен, сформирована двухсторонняя аномалия Киммерли, снижена высота межпозвоночных дисков в каудальном направлении, явление субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков, признаки унковертебрального артроза, по задним поверхностям тел позвонков с 6-7 сформированы краевые остеофиты до 4 мм, компримирующий просвет позвоночного канала, сагитальный размер его на этом уровне 12 мм. Свежие костно-травматические изменения не выявлены, провертебральные мягкие ткани без особенностей, зубовидный отросток с2 расположен симметрично. Относительно боковых масс атланта, соотношение в боковых атланто-аксиллярных суставах правильные, конгруентность суставных поверхностей сохранена. Обращает на себя внимание отек слизистой оболочки клиновидной пазухи до 3 мм, более выраженный слева. В левом слуховом проходе сёрная пробка 8Х4 мм. Заключение. КТ-картина умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника с формированием вторичного стеноза позвоночного канала на уровне с 6-7, двухсторонней аномалии Киммерли, сфеноидита, серной пробки в левом наружном слуховом проходе. Рекомендовано МРТ шейного отдела позвоночника, КТ околоносовых пазух, консультация невролога, лор-врача. 10 ноября 2025 года МН, доцент Котов МА. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. 1. По задней поверхности С6-С7 сформированы остеофиты, которые суживают просвет позвоночного канала. Для уточнения влияния их и наличия грыжевых выпячиваний межпозвонковых дисков имеет смысл сделать МРТ. 2. Аномалия Киммерли с обеих сторон есть. Также есть признаки воспаления в клиновидной пазухе и серная пробка в левом ухе. Тут нужна консультация лор-врача. Вопрос пациента. Про МРТ уяснил. А у вас в Питере случайно нигде не консультируют по поводу операции на эту аномалию Киммерли? А то мне еще лет 20 назад рентгенологи местные говорили, что с левой стороны на позвоночную артерию сильно давит. Ответ К. М.Н. Котова М. Сначала имеет смысл сделать КТ-ангиографию артерий шеи, а там и видно будет.